Однажды я оказался на знаменитом канарском острове Тенерифе. Понырять в Атлантическом океане было моей мечтой, и я тут же обратился в один из многочисленных местных дайвинг-центров. Получив ответ, я не раздумывая согласился на предложенную нырялку со скатами. А через день за мной приехал дайверский минивэн с веселым инструктором по имени Веселин и несколькими ныряльщиками из разных стран. Мы приехали в небольшой порт городка Лас-Гаетоса, где на пирсе собрали снаряжение, сели в резиновую лодку «Зодиак» и вышли в море. Вопреки ожиданиям, от берега мы отошли не очень далеко. Гиды побросали в воду привезенные с собой обрезки рыбы для приманки, и через некоторое время все попрыгали в воду. Вода в этом замечательном месте прозрачная, может быть немного менее прозрачная, чем в Красном море, и не очень холодная, в районе 24 градусов. Спустившись примерно метров на 20, мы медленно поплыли вдоль рифа. Благодаря некогда интенсивной вулканической деятельности рельеф дна здесь причудливый, а различных рыб оказалось неожиданно много. Больше всего обращали на себя внимание длинные плоские рыбы-флейты, как-то странно висевшие в воде вниз головами. В больших количествах встретились нам рыбы-попугаи, морские ежи, морские звезды, губки и еще много неизвестных мне обитателей океана. Я с нетерпением ждал скатов. Однако во время первого дайва они так и не появились. Мы поднялись на поверхность и отправились к берегу, чтобы отдохнуть и поменять баллоны. Через некоторое время мы отправились на то же место, чтобы сделать второй дайв. Прибыв на место, мы вновь попрыгали в воду. На глубине нас встретили стаи серебристых рыб, прибывших на угощение. Даже остроносая в полоску барракуда приплыла посмотреть, что здесь происходит. И вот, наконец, из темной толщи воды возникли два огромных серо-коричневых ската. Это были морские коты. Размах их крыльев был не меньше 2 метров. К моему удивлению, этими крыльями они размахивали не одновременно, как птицы, а по очереди. Скаты медленно прошли мимо нашей группы. Затем они синхронно развернулись и повторили свой проход. Продвинувшись немного дальше, мы вышли уже на целую стаю скатов разного размера. Затрудняюсь сказать точно, но их было около 10. Все они размеренно двигались вокруг нас по траекториям в виде удлиненных эллипсов. Скаты – поистине удивительные морские создания. Природа наделила их уникальной формой. Их сросшиеся с головой грудные плавники напоминают крылья птиц. Чтобы передвигаться в воде, скаты размахивают плавниками, как птицы крыльями. Был среди них небольшой, судя по всему, молодой скат с куцым хвостом.
Он наравне со всеми участвовал в представлении, и отсутствие хвоста нисколько не мешало ему. Мы еще долго смотрели на этих замечательных обитателей океана, пока не пришло время подниматься на поверхность. Когда мы сделали остановку безопасности на глубине 5 метров, скаты все еще продолжали свой гипнотический хоровод у дна. На поверхности я спросил у испанского гида, что случилось с куцехвостым скатом, и он рассказал мне историю о том, что когда этот скат был еще маленьким, ему отрубило хвост винтом рыбацкой лодки. Все работники местного дайвинг-центра переживали тогда за скатика, боялись, что он умрет. Но скатик выжил и теперь продолжает радовать туристов, решивших приобщиться к красотам подводного мира острова Тенерифе. В заключение хочу сказать, что подводный мир Тенерифе по-своему интересен, и любителям дайвинга стоит посетить этот прекрасный остров.